Приветствую, друзья! Прямой эфир Ютуба 24-го. У нас просто так много тем, которые мы уже начали, как вы поняли, обсуждать и до нашего эфира. И просто прекрасный гость у меня сегодня. Меня зовут Ирина Узлова, со мной Сергей Асланян, журналист и ведущий программ «Ходорковский лайв». Я просто несказанно рада тому, что Сергей наконец-то вместе со мной и с нами, конечно же. Сергей, приветствую, рады видеть в нашем эфире. Здравствуйте, это приятно. Нам также. Даже я вот анонсировала нас с вами, прежде чем анонсировать, как всегда это делаю, темы, которые мы обсуждаем, но, впрочем, они лежат на поверхности, как и Путин, который зачем-то на эту поверхность периодически возникает, его никто не зовет, но он выступает. Новая цель СВО, так сказать, была оглашена устами диктатора, и также он назвал, какой язык учат его маленькие члены. Обо всем этом и не только мы с вами сейчас и поговорим. Значит, оказывается, мы вот не заметили, Сергей, на 11-й год войны и 3-й год полномасштабной, что у Путина есть цель той войны кровопролитной, которую он развязал против нас. Эта цель, оказывается, нужна СВО Путину для защиты детей в Туве. Согласно новым заявлениям российского диктатора, украинцы, мирно живущие сейчас в 4500 километрах от Тувы, угрожали тувинским детям. И Путин, и Шойгу, наверное, и Путин пошел их защищать. Он что ли уже совсем поехал? Вы недооцениваете масштаб личности. Этому человеку не все равно. У него в управлении самая большая суша на планете Земля, самое большое государство. До каждого ребенка ему есть дело абсолютно. Если вдруг где-то слеза покатилась по щеке, то у Путина есть специальный ядерный ответ для того, чтобы предотвратить, пресечь и наказать. Поэтому в данном случае Украине просто не повезло, что у тувинского ребенка слеза потекла именно по поводу Украины. Если бы не повезло, точно так же и потекла по поводу, например, какого-нибудь коварного блока НАТО или Америки, то, конечно, бы Путин тут же бы напал бы на Америку. Просто Украина самая злая и самая агрессивная, а все остальные ведут себя смирно. Не повезло. Просто поэтому, да, понятно. А вот наши зрители, которые задают нам уже вопросы, друзья, кстати, не стесняйтесь, задавать вопросы, я всегда читаю чат и обязательно передам и озвучу самые интересные Сергею, мы их и обсудим. Еще в ожидании нашей трансляции Анна Соловьева, наша зрительница, спрашивает, сколько еще будет груза 200, одному Богу известно. Вот пока Путин защищает детей Тувы, по всей видимости, пока бессмертный на престоле, страна захлебнется кровью молодых, нищетой и разрухой. Живут города в достатке Москва и Питер, а у остальных зарплата 19 тысяч рублей, и то не точно. Но ведь пока он как раз на престоле, это ничего и не закончится, как мы понимаем. У России, у нее есть некое историческое предназначение. Эта страна не создана для счастья. Христианство, оно поделилось на несколько видов. И европейцам досталась версия христианства, католицизм, например, который считает, что счастье на земле, во-первых, достойно, доступно и, в-третьих, желательно. И, например, католикам не зазорно быть богатыми. А можно уже при жизни, ну, в общем-то, как-то нормально существовать. А если как-то сильно нагрешил, то можно даже сходить за индульгенцией и продолжать жить дальше. России повезло, она выбрала себе православие. Православие не подразумевает, что ты будешь жить хорошо. Это с какой-то стати? Во-первых, ты никто в православии. И хочешь ты или нет, ну вот Россия, пору, хотим мы этого или нет, она живет по православному канону. В православии подразумевается, что есть некая очень серьезная власть, в данном случае божественная, которая совершенно четко определяет статус человека. И в православии человек – это не личность, человек – это раб. И на религиозной службе, когда он приходит в храм, он должен стоять, либо обязательно падать на колени. Ну, в отличие там, от католиков, протестантов, у которых служба идет сидящая. То есть ты посидел, послушал, ты пообщался с Богом. Ты все-таки пришел поговорить практически на равных, потому что мы помним, что человек был создан по образу и подобию Божьему. А христианство подразумевает, что, во-первых, ты никто. Во-вторых, ты обязан страдать. В-третьих, тебе воздастся не при жизни. Вот здесь ты должен терпеть, ты должен замаливать грехи, ты всегда виноват. Во-первых, то, что ты родился, это уже ошибка. Потому что рождение человека в христианстве – это первородный грех. То есть ты понимаешь, что ты еще ничего не сделал, ты уже никто, ты уже грешен. Ты, ну-ка, быстренько падал ниц, на четвереньки, ползи к паперти и вымаливай себе прощение за сам факт своего рождения.
А сверху на вот это великолепие совершенно взаимоотношений морального составляющего человека, когда он идет к Богу за помощью, а ему говорят, ну-ка на колени быстро. А что ты тут приполз? Ты при жизни хочешь жить нормально? Вот пока ты здесь, на том свете тебе воздастся. И ты всегда виноват, и ты всегда никто, и над тобой всегда кто-то есть. И сверху на это еще падает очень тяжелое историческое предназначение, миссия России. Миссия России всегда воевать. Россия во все войны вторгается не потому, что у нее есть в этом какая-то выгода, есть интерес, а только потому, что то попросили, то было скучно, а то почему бы и не встрять. Ну, да, Если да. посмотреть исторический период, который у нас обозревает через кривые учебники истории, например, начиная с 1904 года, то, в общем-то, делать было нечего там, в районе Порт-Артура. Это были экономические разборки, когда нужно было помочь российскому региональному бизнесу так или иначе оказаться чуть сильнее, чем Япония, которая злоумышляла на континенте, она выплеснулась со своих островов и, не имея, в общем-то, серьезных экономических преимуществ, тем не менее, разрасталась прямо вот, смотрите, здесь на глазах, и после этого хотела что-то, а там же еще и КВЖД, а тут наши интересы, при том, что границы чисто политические на тот момент там отсутствовали. Если посмотреть географические карты там, 1901, 1902, 1903 года Российской империи, то там где-то на окраине между Россией и каким-то абстрактным Китаем, там пунктирная линия. Потому что непонятно, а где тут чье. И Монголии там вообще на этой карте нет, как государства. Это к разговору о том, куда сейчас едет Путин. И если он так любит историю, то почему бы ему не аннулировать Монголию, которая, в общем, появилась в 1920 году, до этого не существовала. Но Россия, она во все войны вторгалась именно потому, что у нее предназначение воевать. У тебя население, которое рабы, которые виноваты сразу по факту своего рождения. И они знают, что всякая власть в России от Бога. То есть богов на самом деле два. Ведь в России же не случайно герб двуглавый. В России две столицы, два варианта руководства. До недавнего времени было два президента, там Медведев и Путин. В России это настолько удивительная страна, что даже первых каналов телевидения то два. Есть первый канал, а есть первый канал. Один из них называется Первый канал, второй называется Россия-1. Да. Ну, вот так вот все вот первое в России. И Россия, она управляется, соответственно, по Божьему промыслу, учитывая, что люди грешники и не имеют права на счастье, а также в соответствии со своим историческим предназначением всегда воевать. Всегда воевать. 1904-1905 год. Обязательно нужно воевать. Первая мировая война. Как к ней готовилась Российская империя? К ней готовились все российские империи, российская оказалась не готова. В промежутке между Первой и Второй войнами, Первой и Второй международными войнами, кто сейчас помнит про армию алтайцев, их там нет, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Никто. куда была введена Красная Армия для того, чтобы отъесть кусок Китая, потому что во что бы то ни стало, было любопытно там повоевать. За интересы кого? За интересы мусульманского уйгурского населения, угнетаемого титульной нацией. России какое дело до этого и Советскому Союзу? Ну как же? Там же, если будем мы, там будет пролетариат. Давайте мы поможем пролетариату, потому что его там нет, а мы его там создадим, после этого пролетарскую революцию. То есть, если Российская империя была, согласно учебнику истории, жандармом Европы, то Советский Союз был создан как страна для войны. Да. И не случайно у Советского Союза на гербе весь земной шар. И добрый дедушка Ленин, миротворец, когда ему принесли макет, он перечеркнул меч, потому что задача Советского Союза была это война во всем мире и утверждение революции на штыках. Пролетарии всех стран «Соединяйтесь» не подразумевалось мирным путем в результате голосования пролетариата за международное объединение, а только в результате братской помощи угнетенным народам со стороны народа освободившегося. Именно отсюда и как раз пошел советский солдат-освободитель, который в том числе вторгся почему-то в 29-33 году, представьте себе, 1933 год. Армия алтайцев громит местную власть в Китае. С какой стати? Ну, потому что нужно пролетариат. Потому что Советский Союз, в отличие от Российской империи, которая была жандармом Европы, но иногда позволяла себе периоды мира, Советский Союз периоды мира ни в коем случае не подразумевал и себе не позволял. При этом мы помним сталинскую работу о усилении классовой борьбы по мере построения социализма. То есть чем глубже ты залез в социализм, чем ближе ты
наконец подкрался ко всеобщему счастью пролетариата, а заодно рабочих и крестьян, ну и за немножечко прослойки, потому что мы помним, интеллигенция по Ленину была прослойкой, а не социальным слоем, тем, соответственно, у тебя яростнее борьба, поэтому у тебя много внутренних врагов, поэтому у тебя ГУЛАГ. На этом фоне вопрос, когда все это прекратится, когда Россия напьется кровью? Никогда. Россия всегда будет воевать. Россия за неимением внешних врагов будет уничтожать внутренних врагов. Да, да. В России всегда будет один и тот же сценарий. Очень короткий период оттепели. Первой оттепели, второй оттепели, Хрущевской, Горбачевской. Или, например, мы помним, что дочка Петра, войдя на престол в 1741 году, если не ошибаюсь, она устроила 20-летие без смертельных казней. То есть казни были. Но в Российской империи так получилось, что вот она в силу разных причин посчитала необходимым, пожалуй, не применять смертную казнь. Наказывать можно, но не убивать. Был короткий период. Вот была в том числе оттепель хрущевская, была горбачевская оттепель. И всегда после этого, во что бы то ни стало, обязательно власть достается очередному палачу, она во имя, власть в России, она важнее человека, и, соответственно, во имя власти во что бы то ни стало необходим сценарий, а сценарий этот прописан. Да. Россия всегда на крови, и это либо внешняя экспансия, либо внутренняя, либо две одновременно, как сейчас. Потому что убивают украинцев, убивают внутри России последних, кто не уехал, кто не согласен, кто открыл рот. Причем сейчас мы видим, что идет нарастание репрессий, потому что те, кто попал в тюрьму, уже оттуда не выйдут. Политические из тюрьмы не выйдут, они будут там уничтожены теми или иными способами, которые остались от ГУЛАГа. Поэтому груз-200 для России – это норма. Для России это не аномалия. То же самое, как норма стоять на коленях, вымаливая прощение, ну, в том числе за факт своего рождения, вымаливая прощение за то, что ты просто живешь в России. В России жизнь платная, поэтому ты перед Россией всегда в неоплатном долгу. И неважно, чем ты его выплачиваешь, своей жизнью, службой в армии, или, например, какими-то иными странными удивительными обязательствами. Но Россия именно так устроена. Поэтому здесь параллельно с вопросом, когда же закончится груз-200, никогда. Когда же в России начнется нормальная жизнь? Никогда. В России никогда не будет нормальной жизни. В России будут изредка периоды затмения, когда то императрица почему-то решила, что не надо казнить, то генеральный секретарь почему-то выпустил всех из ГУЛАГа, то президент СССР решил, что а давайте мы хорошо поживем, может быть, квартиры людям раздадим, может быть, автомобиль придумаем, может быть, просто устроим рыночные отношения. И все это обязательно потом. Сначала под бульдозер, потом под танк. Ах, в чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Почему-то вспомнилась мне эта басня Крылова, Сергей, в связи с теми реалиями и в связи с обсуждаемыми нами темами. Диктатор, защищая детей Тувы, непонятно к чему ведет остатки некогда нормальной, возможно, жизни в Российской Федерации. Он также делает вид, что ничего не происходит на территории Курской области. Там почему-то Путин не спешит защищать ни детей от неонацистов, ни других жителей. Ну, разве шамана и Лепса пошлет. Ну, вот Путин сегодня тоже перед школьниками, которых, я думаю, в День знаний больше всего интересовал вопрос Курской офензивы сил обороны Украины, вспомнил о ней и Путин, который периодически, ну, в лучшем случае, раз в 2 недели о ней вспоминает. Давайте мы послушаем кратко, как же он сейчас видит события, ситуацию, простите, как он называет войну, которая вернулась на территории России, там и обсудим. С этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом. Тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главные задачи, которые противник ставил перед собой, остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200, по 300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. И вот россияне, смотрящие наш стрим сейчас в прямом эфире, нас почти 5000 человек сейчас смотрят. Друзья, ставьте свои лайки и пишите комментарии. Напомню, Сергей Астанян, журналист и ведущий программ «Ходорковский лайв» вместе со мной, Ириной Узловой, пишут: да,
Путин облажался с Курском, его рейтинг сегодня нулевой. Ну, дальше сравниваем, что рейтинг нашего президента, как будто им, конечно же, не нравится. Но у Путина есть шанс подняться. Это всех вторгшихся в Курскую область обнулить. Да? А почему мне кажется, что Путин, который не признает, что это война, не вводит военное положение, ничего практически не делает, только куролесит по всему миру, не собирается никого обнулять и останавливать? Уже скоро, через 4 дня, будет месяц, как началась инвазия на территорию Курской области. Украина всему миру продемонстрировала слабость России. Вот до того момента были какие-то сомнения. Ну, вдруг действительно у России есть красная кнопка. Вдруг действительно в России неиссякаемые резервы людей, солдат, оружия. Их можно всех так или иначе собрать в армию и как-то, может быть, не то чтобы выиграть войну, но, по крайней мере, ее закончить на своих условиях. И Запад, который на самом деле знал, что это не так. И американская разведка, которая совершенно никогда не ошибалась. И вообще американцы, они почему-то всегда все знают первыми, знают точно, и с этим ничего поделать нельзя. Ну, вот такие удивительные профессиональные ребята. Они всегда говорили, что да нету ничего, нет никакой красной кнопки. Когда русские захотят устроить ядерный удар, они единственное, что получат на своей территории, это ядерную катастрофу. Ну, потому что оно не работает, не летает, оно не ездит, не плывет, оно не заводится. И Украина очень долго как раз своей жертвенностью показывала недееспособность и Путина, и армии. Потому что великая Россия с огромной армией навалилась на беспомощную Украину, а в глазах России как раз Украина, она беспомощная, именно поэтому на нее нападают. То есть была бы сильная, не напали бы. А тут было, сами себе доказали, что, конечно же, слаба, и сейчас нападем, и Киев за 3 дня. И то, что 2,5 года вот эта вот великая армада не может ничего поделать с Украиной, перед миром, выставленные потом, предварительно на разогреве как слабая, недостойная, политически не самостоятельная. То есть по всем параметрам Украина ничего не может ни воевать, ни управлять, ни политического веса себе заработать. И вот великолепный совершенно, очень показательный контраргумент. А смотрите, как действует Россия, когда у нее действительно приходит враг, отчуждает землю, напал, взял и не отдал. Хотя на самом деле после атаки по Кремлю дронами уже все было понятно. После того, как в московский Сити визитная карточку страны и империи, Москвы, прилетела и не было ничего, никакого ответа и никакой защиты, потому что второй раз прилетела опять-таки по Сити, и выяснилось, что не успели, не смогли, а на самом деле не имели ни желания, ни возможности защитить, защищаться. Ну хорошо, кто-то что-то не понял. Украина показала. Вот теперь это Курская область. Это часть Украины. И вот там население, которое, кстати, при высоком рейтинге Путина, который вот выяснил, что обнулился только сейчас, а до этого-то был высоким, почему-то не ушло в партизаны. Вообще-то ожидалось, что если вот так все счастливы от того, что через головы, прямо вот через Рыльск, прямо через Львов, прямо через Теткино летят ракеты в Украину и убивают украинцев, а те полетели в обратную сторону. А вот когда они летели туда, народ был за, а теперь, когда полетели в обратную сторону, народ вместо того, чтобы эвакуироваться, должен был весь поголовно уйти в партизанские отряды. И украинскую армию должны были встретить не бабушки, которые говорят: «Милок, а где тут пенсия-то моя?» А должны были встретить крепкие бойцы за справедливость, которым тоже тувинские дети, их слеза, конечно же, ранит сердце. И должны были встретить украинские танки, противотанковые рвы, партизанские отряды. А в Курской области, в общем, партизанское движение существовало. Там люди знают, как пользоваться, в том числе, греческим огнем, он же коктейль Молотова, и вообще как выкопать ямку, в которую танк свалится. И, в принципе, чем можно там пойти на пехоту в рукопашную. Их не было. То есть население спокойно смотрит: о, эти ушли, те пришли. Что произошло? Где мой хлеб, где мой телевизор? Верните пенсию. Но Украина показала. Она забрала Курскую область, и Путин месяц ничего не может сделать. У него нет войск, у него нет генералов, у него нет воли, у него нет партизанского движения, у него нет одобрения. Население очень инфантильное. Оно сидит в недоумении и говорит: Путин, ты нам обещал, что у нас все будет хорошо. Что бы ты с нами ни делал, что бы ты с украинцами ни делал, у нас не причастно. Все будет хорошо. Да. И хлеб, и пенсия, и телевизор. А теперь этого не стало. Ничего. Как же так? При том, что это не вопрос
требующий какого-то ответа. Это недоумение, выпущенное в воздух, потому что никто Путина к ответу призывать не собирается. Да. Президент, который гарант, а в Конституции в том числе прописана территориальная неприкосновенность. То есть Путин напрямую отвечает за отсутствие куска Курской области, потому что он гарантирует, что это не произойдет ни при каких обстоятельствах, никогда, ни по одному из сценариев. Месяц уже происходит, и Путин: а что мне в Улан-Батор-то не съездить? Да, кстати, мне и, наверное, в Баку есть о чем поговорить. И, наверное, еще я, пожалуй, по Чечне проедусь, потому что там мною недоволен Рамзан Кадыров, а это все-таки мне тревожно, благо чеченизация России еще не завершена, надо доработать эту тему. А Курская область что? Вот Курск Далеко. для Путина в данном случае ничем не отличается от того же самого одноименного Курска 20 лет тому назад. Она утонула, а этот Курск я потерял. А ответ какой по этому поводу? Путин: это недопустимо. Путин, ты обязан в Монголию поехать. Да, собственно говоря, еще конфет он в Кабардино-Балкарии без сахара грушевых пожрал, и вот так, в принципе, показал, что ему с большой и высокой горы, по всей видимости, Монголия. Мы еще вернемся к тем проблемам, которые сейчас просто-таки масштабируются по всем регионам Российской Федерации. Опять дроны летят и на Москву, но раз мы уже Монголию 2 раза упомянули с вами, Сергей, наших зрителей, которых уже больше 7 тысяч с нами. Спасибо большое за вашу активность, за ваши теплые комментарии и для нас, и для Сергея. Сергей в восторге от вашей аналитики, как всегда, зрители 24-м, а мы в восторге от наших зрителей, что они выбирают умные разговоры, задают умные вопросы. Вот Монголия, просто смотрю, уже несколько раз звучит в нашем чате, в котором активны наши зрители. Я, конечно же, тоже эту тему не могла не приготовить, потому что завтра, 3 сентября, в день моего рождения, кстати, такого подарка не просила. И, собственно говоря, это не совсем напоминает какой-то приятный момент, скорее наоборот, опасный прецедент, как мне кажется, будет, возможно, создан уже завтра. И как уберечься от этого? Путин прется в Монголию, да, он едет. И мне тут припомнилось, как в июле прошлого года, 2023-го, Путин уже хотел показать, что он клал не только на Курскую область, а и на международное право, как он это показывает, собственно говоря, и развязывая войны, и упрашивал Сирила Рамафосу, президента Южной Африканской Республики, приехать тогда на саммит БРИКС и тоже показать, что его там не арестуют, а значит, ордер, выданный Международным уголовным судом 17 марта 2023 года, ровным счетом как будто ничего не означает. Рамафоса не пошел на вот такие уговоры. Монголия, то ли потому, что Китай попросил, то ли потому, что бензинчик может недорогим торговать или ресурсами, согласилась. Насколько в этой жизни все покупается и продается, как мы начали говорить до нашего эфира, и насколько опасный может создаться действительно прецедент завтра, если Путина таки никоим образом не тронут, а скорее всего так оно и будет в Монголии, насколько это показательно? Мы, конечно, удивлены, почему вдруг в Гааге почтовое бюро, рассылающее открытки, так громко назвали Международный уголовный суд. Потому что единственное, что они делают, это почтовое отправление. Ну, я согласна. Больше за ними не замечено никаких серьезных достижений. Путин в Монголию едет сам. Его монголы не звали. Путину интересно и важно, когда он ездит за границу. Все-таки Путин – это человек советской эпохи. Для него в заграночку сгонять и с сувенирчиками приехать чрезвычайно важно для самоутверждения. Монголия на сегодняшний день – это уже не 16-я республика Советского Союза, это самостоятельное государство со своей самостоятельной внешней политикой. И Путин очень долго выстраивал как раз этот визит, договариваясь о том, чтобы его не арестовали. У Монголии в Гаагском суде уголовном свой собственный судья. То есть Монголия, мягко говоря, в курсе, осведомлена и даже отправила туда своего человека представлять интересы международного права. Монголия прекрасно знает, что происходит, какой статус у ратифицированного договора о соблюдении норм права Гаагского суда уголовного. И Монголия обязана исполнить. И вот прилетает завтра Путин в Монголию. И ему обещано, его не трогают. Он напросился сам. Его встречают. Тем самым монголы очень тактично показывают, что они готовы поднять 85-летие Халхингола до международного уровня. Событие достаточно рядовое. Его можно перелистнуть, можно выпить по этому поводу, потому что 85 лет Халхингола – это ни о чем. И то, что Путин выбрал эту очень странную дату в качестве визита, говорит о том, насколько Путину важен этот визит. Это Путину очень важно показать, что его и не арестовывают, и что он выездной, и даже по
нормам международной юрисдикции он позволяет себе пройтись своим сапогом и не соблюдать их, зная, что монголы его не тронут. То есть такая бравурная, очень хорошо подготовленная акция, как ему кажется, в условиях полной безопасности. Мгм. Каких бы то ни было экономических предпосылок для этого визита, нет. Вот это да. Монголам Путин не нужен ни в каком виде. Российская пресса тут же сообщила о том, что монголы очень заинтересованы о снижении стоимости поставляемых нефтепродуктов на внутренний монгольский рынок. Это не так. Монголия, конечно, неохотно со времен советской власти потребляет горюче-смазочные материалы российского советского производства. Хуже советского бензина не существует в мире ничего. То есть самое плохое топливо, которое есть, это российский бензин. Хуже только российская солярка. Монголы, когда ездили на УАЗиках, на 130-х ЗИЛах, к этому относились довольно стоически. На сегодняшний день монголы ездят на приусах и на мерседесах. Улан-Батор – это международная столица приусов. Из 1,5 миллиона населения, которое живет в этой столице, Монголия вообще очень необитаемая страна, там 2 человека на 1 квадратный километр, обитаемых там только 3 города. Это Улан-Батор, Эрденет и Дархан. Причем Эрденет, построенный Советским Союзом, там горно-обогатительный комбинат, медь, молибден. И в Монголии бензин советский не нужен. Он очень плохой. И монголы, зная это, они позвали Индию, и Индия им достраивает сейчас нефтеперерабатывающий комбинат. Мгм. Монголия по таблице Менделеева насыщена сильнее, чем Россия. Это в Монголии есть абсолютно все. От алмазов и нефти до угля и ископаемых мамонтов. В любых конфигурациях, в любых количествах. Поэтому Россия, Монголия нужна. Монголии Россия не нужна никак. Нефть из России не нужна. Бензин из России не нужен. Но из-за того, что уходит последний рынок по сбыту самого отвратительного бензина на планете Земля, ну, может быть, удастся поговорить. Монголы, ну, давайте вы еще немножко яд наш попьете. Ну, пусть у вас поумирают машины, катализаторы, но нам это очень нужно, потому что мы продаем, у нас экспортная программа. Опять-таки шантаж внутреннего потребителя, когда мы говорим, что на экспорт выгоднее, поэтому внутри России постоянно безудержно растет цена 1 литра топлива. У монголов все прекрасно, все в порядке. То есть Путин едет напросившись, монголы вежливо его принимают. Дальше мы можем предположить совершенно фантастическое развитие событий. Путин прилетает в Улан-Батор. Монголы везут его на Холхенгол. Холхенгол – это место необитаемое. Со времен боев 85-летней давности там не изменилось ничего. Мгм. Там полностью сохранена линия окопов. Там остались... Не подумайте, что за чье-то здоровье, но потому что надо все-таки что-то сделать с горлом, которое неожиданно подводит. Раз, два, три. 3 глотка. Раз. Да. Это обязательно надо. Ну да, в Монголию, конечно, напросился Путин, но тем не менее, может ли это создать еще потом для него открыть портал возможностей ездить куда-то еще? И что там его катастрофического? Нет, конечно, это индивидуальные договоренности с монголами, и монголы его встречают, но здесь любопытно было бы в порядке чисто клеветнических измышлений предположить, что у монголов на самом деле мы не знаем, какая будет выбрана линия поведения, потому что отвести его на Холхенгол – это отвести его на минные поля. В необитаемой стране Холхенгол не разминирован по сию пору. Там все как было в войну, так и осталось. Я был на Холхенголе не сейчас, несколько лет тому назад. Там не только линия окопов сохранилась. Там по сию пору валяются танки, подбитые самолеты, стрельные гильзы. Мы, когда всем классом там были, мы себе набрали оружие на полгода вперед, потому что не разорвавшиеся гранаты, патроны. То есть у моего друга под кроватью мы играли в пулемет Дегтярева, потом очень долго, еще целый год. И здесь всего-навсего, если хорошо подготовиться, может произойти несчастный случай. И Монголия абсолютно будет не виновата. С одной стороны, она готова была арестовать, но только потом, потому что она прекрасно знает нормы международного права, у нее свой судья, она полностью за Гаагский суд. Но раз гость приехал, давайте мы его сначала накормим, напоим, а потом, простите, не уберегли, вот вам целлофановый пакет, распишите за содержимое. Другой вариант. Монголия может позволить себе, исполняя этот самый римский статут, по поводу которого сейчас все ломают язык, пытаются поставить ударение в нужном месте, делегировать право задержания, например, американцам. То есть Монголия, как гостеприимная страна, она никого не трогает, но в ее юрисдикцию вторгается Дельта, пакует и в клетке отвозит в Гаагу товарища Путина. Можно подарить это право китайцам.
И на эту какую-то краткосрочную сессию всеобщего обожания Китай становится на планете Земля страной номер один. И все рукоплещут, потому что Китай, ты решил главную проблему Европы 21 века. Ты взял и, не уронив по дороге, доставил Путина. Причем для Китая выгода в этом больше. Потому что понятно, что после того, как Путина упакуют китайцы, передадут его дальше по эстафете в почтовое отделение в Гаагу, будет, конечно же, реакция и осложнение международных отношений с Китаем. А потом будет такая дружба, что Китаю понравится еще сильнее. И при этом Китай на какое-то время становится главнее Америки. И Америка после этого с Китаем разговаривает более весомо. А еще может быть совсем фантастический вариант, когда, например, монголы дарят право на арест товарища Путина израильтянам. Израильтяне утверждают по миру справедливость. Израильтяне не прощают Хамасу и Хизбалле. Израильтяне перебьют до последнего хамасовца и хизбаллийца абсолютно все руководство, не говоря уже о рядовых членах. Путин является спонсором международного терроризма. Путин является спонсором их врагов. Хизбалла и вообще, в принципе, нынешняя атака на Израиль – это путинская внешняя политика, миролюбивая. Конечно. Поэтому Путин – это враг. И если позвать израильтян, сказать: Масад, вот тут у нас тут клиент есть, приезжайте, то Израиль, во-первых, станет на долгие годы большим другом Монголии. Во-вторых, в этом регионе у него будут очень интересные экономические отношения и перспективы, потому что не только Китаем сыт, но и монгольской таблицей Менделеева плюс экономика и ее внешней экономической политики. Монголы в этом отношении очень самостоятельные, самодостаточные ребята. А ко всему прочему, если что, принимаются заказы на международную справедливость. Кому еще нужно диктатора какого-нибудь чучела прибить над камином и любоваться для коллекции? Давайте посмотрите, какой Израиль. У нас руки длинные, мы любого достанем. Поэтому 3 числа, завтра, могут быть неожиданности. И мы помним, что несколько веков, на протяжении порядка 3,5 столетий, именно Монголия определяла власть на Руси. Именно Монголия давала в урочище Риги Тола, недалеко от ставки Багдагигена, ярлык на княжение. Это Монголия определяла власть в России. Она может вернуться к этой своей исторической роли. Это было бы просто прекрасно. Кстати, поговаривают, что Путин боялся на самом деле и опасался, и спрашивал и у Федеральной службы охраны своей, и у Министерства иностранных дел, и у Пескова, не страшно ли ему ехать все-таки в Монголию. Возможно, если там кто-то приближенный послушает наш эфир, визиты отменят. Ну, во-первых, в этой связи поедет не Путин, а двойник. Но это абсолютно не важно. Когда под телекамерами всего земного шара будет арестован и в клетке вывезет в Гаагу, это осложнит жизнь оригинала. 100%. Потому что пока копия мается на глазах у человечества, и, кстати, сдает генетический анализ на подтверждение подлинности, то оригинал в Новоогарёво прячется по подвалам, не вылазит из норы, и вообще-то он становится в этот момент уже не нужен и недееспособен. И здесь уже даже не важно, кто приедет. Причем, в принципе, что хорошо, минное поле Холхенгола прекрасно снимает какие бы то ни было обвинения с Монголии. Гастролеры, приезжающие из Америки, из Китая, из Израиля, решают в рамках международного мандата, блистательно совершенно, опять-таки, не от лица Монголии, а только на территории Монголии. А Монголия отходит в сторону и говорит: ну, простите, мы же все-таки подписывали договора, и получается не менее хорошая конфигурация. Единственная проблема, конечно, чисто физически, потому что охрана у Путина очень серьезная, но если не хватает своих сил, позовите Блэквоту. Блэквота, она сейчас академия, она, мы знаем, она победила сомалийских пиратов. То есть, когда нужно было Эмиратам решить вопрос с судоходностью у себя под носом, они купили армию, армия разгромила врага полностью. Там, в Blackwater в ней 21 тысяча спецназовцев, таких, которых на планете Земля еще поискать. Ну, они, в общем, с белыми фуражками, с французскими практически вровень стоят, и с иностранным легионом больше таких нет. Проблема только в том, как это решить. Потому что на территории советского посольства в Улан-Баторе брать не получится. Это крепость. Советское посольство строилось таким тройным кордоном на случай нападения, тогда еще возможного гипотетического Китая на Монголию. Ну, а с другой стороны, вся Монголия к твоим услугам. По дороге туда, по дороге обратно. Вопрос решаемый. То есть нужна просто лишь отмашка. Монголы поднимают бровь или отворачиваются в сторону, говорят: тут где-то у нас, кажется, Путин гастролировал. Ой, кажется, завалился, закатился куда-то, сейчас поищем. Не нашли. А, смотрите, увезли. Ну, это не ваши были.
И вот эти страхи, конечно же, есть. И тем более раньше, когда можно было приехать в Монголию, а там стоял воинский контингент, там был спецназ ГРУ, там были десантники. Отбить своего было абсолютно не проблема. Тем более, что все воздушное пространство полностью было под контролем Советского Союза. Когда в начале 70-х, в 1972 году Линбяо бежал из Китая, он почему-то по глупости своей полетел на частном самолете в Советский Союз. Его как раз под Ундурцаганом его избили. Советской ракетой, советское ПВО с территории Советского Союза, китайского политического лидера на территории Монголии уничтожило. Ну и в Ундурцаган иногда водили даже экскурсии. Очень интересное место. У меня одно время был оттуда артефакт. Кусочек дюралевой обшивки самолета. Кстати, самолет был не советский, самолет был импортный. И туда была вплавлена какая-то керамика. Это был, наверное, осколочек пиалы, из которой Линбяо перед смертью пил китайский чай. Поэтому Советский Союз в те времена в Монголии мог делать все, что угодно, а сейчас он в Монголии не может делать ничего. Взять дивизию внутренних войск с собой не получится, никакого спецназа там нет. Монгольская армия, не надо скидывать ее со счетов. Монгольский спецназ и монгольские спецслужбы недооценивать. Россия, она как раз очень любит собственное зазнайство, она недооценивает абсолютно всех. Не надо недооценивать монголов, особенно в рукопашке. Монголы — это бойцы, которые до последнего стараются не использовать много техники и оружия. То есть вот в ближнем бою это бойцы вот той же самой Золотой Орды в лучшем ее воплощении, когда против одного монгольского воина, 3 европейских были практически дети, и монгольская армия, монгольские спецслужбы — это люди совершенно другой закалки, совершенно других физических кондиций и совершенно фантастического мастерства. И советская сторона об этом всегда знала, а уж нынешняя ФСО и подавно в курсе, кто это такие. Поэтому здесь страхов было много. Но Путину очень важно было в заграничку сгонять, в командировочку, командировочный опять-таки потратить, и показать всему миру, что в Гааге только почтовое отделение по рассыланию открыток. Мы не знаем, как на это отреагирует Монголия. И неспроста Путину было страшно. Завтра будут удивительные новости, вполне возможно. Интересно, будем ожидать. А Путин тем временем говорит, что маленькие члены его семьи говорят на китайском языке и говорят свободно. А к чему эти готовятся? Возможно, эвакуироваться в Китай? Когда Путин говорит о своей семье, видимо, он подразумевает весь многомиллионный советский народ, который является общностью, а не народом. Мы помним, что в советское время это называлось, в СССР создана уникальная общность «Советский народ». И все дети Путина. Мы видим, что и бабушек у него обезумевших много, и дедушки у него, в общем-то, так себе, и молодежь у него подросла, довольно покорная, не очень умная, и детей у него много, часть из них учит китайский язык. А вообще понять, кто у Путина дети, ведь это 2 самые страшные тайны российской журналистики в те времена, когда она существовала. Это деньги Путина и семья Путина. И если за семью Путина тебя просто сажали, за деньги Путина, за попытки найти деньги Путина, расследовать финансовые потоки Путина, за это убивали сразу. То есть большая часть российской журналистики полегла только вот на этих расследованиях. Что такое семья Путина и что у него за маленькие члены, учитывая, что и самих Путиных штук 5, вполне возможно, что это между собойчик где-то на уровне двойников-тройников. Но мы предполагаем, что он отец нации, поэтому у него чуть-чуть пошире диапазон. Понятно. Сергей Станян, журналист и ведущий программ «Ходорковский лайв». Работаем мы вместе с мной Ириной Узловой. Друзья, вместе с вами спасибо большое. Вас больше 10 тысяч смотрят нас онлайн. Вы задаете свои вопросы, ставите свои лайки. Сергей, спрашивают наши зрители, что там случилось с Лавровым все-таки. Поговаривают и показывают кадры российские пропагандистские ресурсы о том, что министр иностранных дел Российской Федерации все-таки как конь не издох, а выступает, но онлайн перед студентами МГИМО. Мы не можем достоверно, конечно, знать, что там с ним происходит. Разные есть версии. То сердечный приступ, то где-то он повесился. Наша разведка вроде как говорит, что тоже точных данных нет, но все с ним в порядке. Но вот главное, как по вашей оценке, что с такими военными преступниками лучше могло бы случиться в перспективе? Та же Гаага где-то вместе с Путиным? Или если они своей смертью, или не своей, я тоже там по указанию Кремля отходят в ад иной, который они заслужили, это тоже, в принципе, ничего так.
Вообще-то, конечно, было бы здорово, это задача международного сообщества, скрестить пальчики, чтобы все эти люди еще пожили, чтобы они еще дотянули до трибунала, потому что и Риббентроп, мы помним, как закончил министр иностранных дел у Гитлера. Но Лаврова так или иначе отремонтируют, так или иначе предъявят, потому что Лавров не случайно столь долгий, фантастически долгий период занимает это кресло. Он очень нужен, он очень важен, и Лавров, вот эта говорящая лошадь, он прекрасно совершенно знает свою задачу и ее исполняет. Ведь министр иностранных дел – это должность очень опасная, потому что ты должен всегда, с одной стороны, понимать хозяина. Ты все-таки обслуживающий персонал, твоя задача – вылезать его сапог. Но при этом ты должен еще казаться самостоятельным, представляющим внешнюю политику государства. Очень сложная задача, потому что ты должен быть с Путиным на одной волне. С администрацией президента ты должен согласовывать слова, позиции, отношения к тем или иным оппонентам и союзникам. То есть тяжело крутиться на горящей сковородке. Он умеет это делать прекрасно. Поэтому даже если он и умер, то об этом мы узнаем не скоро. Но, знаете, по старому анекдоту про Брежнева. Вчера на 99-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, Леонид Ильич Брежнев приступил к работе. Поэтому и Лавров, до тех пор, пока он может работать хотя бы от сети, он будет работать. Сергей, ну и на окончание нашего разговора мы уже упоминали, что прилетала и по Москва-Сити, по башням пресловутым, которым так гордились россияне, да и по Москве. Да, вот мы увидели до 200 практически дронов в атаку в ночь на 1 сентября, осуществленную, как говорят россияне, киевским террористическим режимом и беспилотниками самолетного типа. И Сергей Собянин, который всю ночь постами в Телеграме сбивал дроны, на самом деле и по НПЗ в Москве тоже прилетело, говорят, ожидает к зиме и к холодам больше систем ППО над Москвой. Возможно, ему помогут, но кажется, что, наверное, и нет. Прикроют ли Москву и Питер, или и тут сглотнут и будут дальше делать вид, что ничего пока еще не утонуло? Вот Курская область всю войну была под обстрелом, и никакого ПВО там не оказалось, а потом выяснилось, что и армии нет, пожалуйста, заходи. Кстати, армии и дальше тоже нет, поэтому можно заходить с любого фланга, совершенно с любой стороны. И Москва не прикрыта ПВО, и не будет она прикрыта ПВО. Москва не является главной целью. Главная цель, главная задача ПВО – это прикрыть Путина, где бы он ни находился. Важнее Путина в этой стране ничего нет, поэтому Москва, она открыта. И прилет по НПЗ в Капотне очень показательный. Капотнинский завод, нефтеперерабатывающий, ключевой для Москвы. Как только он встает на ремонт или на техрегламент, в Москве заканчивается бензин, начинается коллапс. Ну и растут цены. Он находится внутри городской черты. То есть Москва – это такой удивительный город, который зачем-то столица мира, политический центр, бизнес-центр. Она имеет не только дворцы стекла и бетона для клерков, которые делают деньги, но еще реальное производство. И в черте города есть такая вонючая точка, отвратительная, омерзительная, отравляющая людям жизнь. Капотнинский нефтеперерабатывающий завод. Причем он каждый год травит людей так, что их отправляют пачками в больницу, и когда, например, местный санэпиднадзор вдруг по какой-то причине, кормящийся на взятках этого завода, вынужден обозначить какую-то борьбу, выступить с каким-то заявлением, то нефтеперерабатывающий завод говорит: минуточку, мы квоты соблюдаем. В России есть государственные стандарты на отравление населения. Сколько людей в год мы имеем право убить превышением допустимой концентрации отравляющих веществ в воздухе. Мы в эти квоты полностью укладываемся. Мы их выкупили. Поэтому в рамках стандарта все, кто погиб, абсолютно погибли по ГОСТу. Поделать с этим заводом ничего нельзя. Он принадлежит ТНК, и это серьезное производство. Нефтяники в России, помимо того, что они самые бедные, поэтому на бензин нужно скидываться налогами, они еще и самые влиятельные. Против ТНК поделать ничего нельзя. ТНК на этом заводе, она будет всегда до тех пор, пока Украина не избавит Москву от этого экологического очага катастрофы. Украина начала избавлять. Но учитывая, что НПЗ важнейший, крупнейший, ключевой для Москвы, оказался не прикрыт ПВО. Прям совсем. Значит, он не входит в зону интересов российского правительства. Значит, Россия, Москве, Путину абсолютно безразлично, что у него прямо в городе, внутри Московской кольцевой, находится
градообразующее предприятие, без которого в Москве ничего никуда не едет. Да. Ты подумаешь, Курская область, подумаешь, НПЗ, ничего страшного. Поэтому Украина и мир даже не представляют, до какой степени Россия не готова безалаберно, беззащитно и открыто для абсолютно всех. То есть вот сейчас Россия в очередной раз доказала, что она недееспособна ни по одной из своих заявок. И вот эта вот брутальная крутизна мачо, у которого стоит калоприемник, ну или носит отдельно калоприемник, она полностью совершенно придумана из картона, из бумаги и выклеена из папье-маше. Конечно, можно в это верить. И величие памятников Сталину на 40-метровых производило впечатление на современников. Но это абсолютно не говорит о том, что мир должен бояться, а Украина, которая доказывает каждым своим очень точным попаданием абсолютную недееспособность и бесполезность России, она будет продолжать. И выяснится после следующего попадания, что, оказывается, ПВО не прикрывает в Москве и все остальные объекты. И не только в Москве. Потому что Россия для Путина разменная монета. У Путина свои интересы. Вообще, в принципе, у Путина, у него же изначально была задача сдать Россию в аренду. Это были очень серьезные экономические проблемы 2008 года, того международного кризиса, когда стала понятна несостоятельность российской экономики. Ну, народу об этом не сказали. Это как-нибудь в следующем эфире мы можем позволить себе более точно обозначить. Но вывод тогда был такой. В 2008 каждый рабочий в России, вставший к станку, наносит ущерб экономике. Задача России – сдать страну в аренду, потому что любое производство разоряет. И этот момент, он был как раз очень четко заметен на болезненных для России отраслях, когда нужно было во что бы то ни стало снизить цены, поднять качество. И единственный был вариант – покупать за рубежом. Потому что российский аналог стоил в 3 раза дороже, был в 3 раза хуже. Неважно чего. На близкой мне теме, например, боеприпасов и порохов, я был на совещании заводов по производству боеприпасов. Это закрытое отраслевое совещание. И там говорили о том, что российские патроны очень плохие по качеству. Это был где-то, наверное, 2018 год. И директора заводов один за другим их поднимали, там все-таки это был министерский уровень, а у вас что на Барнаульском заводе, а у вас что на Тульском заводе. И у всех одно и то же. Для того, чтобы выполнить задачу партии, мы пошли на закупку импорта. Теперь у нас импортная гильза, импортный порох, импортная пуля, импортный капсуль, импортный лак. В результате у нас в 3 раза выросло качество, у нас в 3 раза упала себестоимость. Вот Россия, она такая. И поэтому Россия, в которой вот все вот так, она готовилась к войне, не имея патронного производства. А чем она сейчас воюет? Ну вот оно такое, вот оно не всегда попадает, не всегда стреляет, не всегда летит, не всегда взрывается. Но то, что взрывается, к сожалению, все равно убивает. То есть худо-плохо. В остальном мы видим, что в России не стоит задача никакая из тех, которые нам очевидны. То есть Россия, ты, кажется, напала на соседнюю страну, ты хочешь воевать, у тебя для этого что-то есть? Даже для этого у тебя ничего нет. Когда другая страна дает тебе сдачу, у тебя что-то готово, Нет. а ты не то, что не ждала. Ты за 2,5 года даже не догадалась, что такое возможно. Когда это стало очевидным, у тебя не оказалось ни ресурсов, ни способности приготовиться к этому. Поэтому НПЗ под Москву, непосредственно в Москве, ну просто скажите спасибо, что Украина направила туда 1 дрон. Было бы 5 дронов, там была бы сейчас большая воронка, и наконец-то в Москве перестало бы вонять. Ну, по крайней мере, из этого места. Но такие способы решения экологических проблем Россия, конечно, тоже не приветствует, но выяснилось, что она не готова никогда и ни к чему. Россия выстроила бумажный образ нынешнего товарища Сталина, и, как и говорил посол Германии после 1939 года и провальной атаки России и Советского Союза на Финляндию, Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. Ничего не изменилось с тех пор. Поэтому Россия полностью беззащитна, и Россия не входит в приоритеты Путина, который мечтал ее сдать в аренду, начиная с 2008 года, когда стало понятно, что экономический коллапс не позволяет в принципе свести концы с концами. Все, что делает Россия, получается в 3 раза хуже, в 3 раза дороже, чем есть у соседей. И оружие то же самое. Но в этой связи что остается делать? Вот так вот впрямую сказать: я с 2008 года мечтаю сдать Россию в аренду, никто не берет, поэтому защищать я ее не буду. Защищать не будет. Но сдать Россию не получается, поэтому приходится на фоне того, что происходит очевидно, Курскую область забирайте, по Москве стреляйте, Да. показывать силу Путина
декларируя средствами пропаганды его величие и возможность наплевать на Гаагский суд. Остается только пропаганда. Остается только хорошо поговорить на фоне фактов, которые не позволяют хорошо поговорить. И хорошо сделать. Сергей, знак восклицания ставлю я нашим с вами комментариям, вашим, конечно же, и 3 точки ставим мы в тех темах, которые мы начали сегодня, будем обсуждать и дальше. Благодарю вас искренне за этот эфир, за ваши знания, аналитику и за настроение. Всего доброго, берегите себя. Спасибо, всего хорошего. Всего хорошего. Сергей Останян, журналист, ведущий программ «Ходорковский лайф». Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо, что были вместе с нами, были так активны. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го, на YouTube Сергея. Описание под этим видео. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.